Меня зовут Игорь Порох, в эфире обзор финансовых рынков. С нас контент, с вас лайк, подписка. Начнем мы, наверное, из главного. Это фундаментальный анализ. Сегодня у нас выйдут новости в 15:30 по Киеву относительно ВВП за третий квартал по Америке. Первичные заявки по безработице. И очень интересные макроданные выйдут в 15:30 тоже. Это производственный индекс ФРС относительно Филадельфии по поводу общего уровня условий ведения бизнеса. И данный индекс собирается с 250 производителей в данном округе. Ну, если там выше 0 индекс, то это улучшается. Если ниже 0, то ухудшается. Видим, что были ухудшенные индексы. Сейчас ожидают -3, хотя был предыдущий -5,9. Посмотрим, как будет сегодня. И в пятницу ВВП за третий квартал по Великобритании, производственный индекс и количество продажи первичных домов. Ставка 31 января 87,6 останется без изменений, 12,4, что снизится на 25 базисных пунктов. Индекс Nikkei, как мы с вами говорили, снимает ликвидность выше предыдущих хаев и смотрится больше на то, что это манипуляция маркетмейкером, снятие ликвидности, и дальше уже снижение вниз. Так, дальше Европа. Как и ожидалось, в принципе, коснулись хая 1405. И дальше ожидаем продолжения снижения по Европе. Кто торгует евро-доллар, тоже будьте внимательны. Евро-доллар, как мы с вами говорили, да, зажимается в нисходящем треугольнике. Снизу сверху, и здесь выход, я ожидаю почему-то, что он пойдет дальше вверх, не исключаю, что может быть выход вниз, потому что из треугольника выход относительно вероятный в два варианта, как вверх, так и вниз, то есть там они абсолютно одинаковые по силе, поэтому здесь нужно будет внимательным. Если вдруг будет пробивать 1.09, то понятное дело, что выход будет вниз, и движение в сторону 1.08 будет. Здесь важно быть предельно внимательным. Так, давайте дальше. Пшеница у нас сужается, скорее всего, пока он держится над поддержкой $605, но мне кажется, чтобы снижаться в сторону $585. Очень смотрится на то, что такая достаточно тяжелая конструкция формируется, поэтому следующая полочка будет поддержка $585 по пшенице. По нефти. Как я говорил, там есть вопросы в Панамском заливе между Израилем и Хамасом, военные действия, поэтому сложно транспортировать туда 10% мирового запаса нефти. По всей вероятности, что будет повышаться цена, $84-85 ожидается. Золото пока без изменений, поддержка 20.15 удерживает, идем в сторону 21.40, пока все без изменений. Стопы за поддержку по 12.14, 20.13, простите, 20.13, 20.14. Диксис сужается треугольник, здесь видим выход возможен в два направления, вверх и вниз. Пока почему-то я склонен больше, что будет снижаться вниз в сторону 101 пункт. Это относительно Дикси. S&P. Мы с вами много об этом говорили, да, здесь абсолютно ничего удивительного для нас нету. Мы говорили о том, что триггеров для роста больше нету по S&P, и вчера достаточно сильно медвежья свеча пробила седьмую скользящую, поэтому дальше мы смотрим коррекционное движение в сторону 45-40. Здесь все как и ожидалось, то есть никаких новостей. В принципе, по NASDAQ то же самое, потому что как движется S&P, так и движется NASDAQ, поэтому здесь все абсолютно идентично будет. Так, и давайте по криптовалютный рынок. Скорее всего, почему-то мне кажется, что будет картинка какая-то вот такая вот. Выход через верх и дальше снижение вниз. Это касательно капитализации криптовалютного рынка. Так, по альткоинам. То, что мы с вами говорили, да, что должны еще дойти до таргета. Таргет 490, 500 миллиардов долларов, поэтому есть еще силы, что с биткоина, когда будут выходить, могут перейти в альты, еще увидим какое-то такое вот импульсное движение. USDT, здесь все без изменений. Помним, что я говорил, что можно спуститься вот сюда вниз к этой полочке, 5.24, 5.30, и потом только уже отсюда будем
начинать какое-то лонговое движение. То есть пока здесь все без изменений. Рано говорить о развороте и коррекции. Так, доминация биткоина. Когда начнет падать, понятное дело, переход будет в альты сначала, а потом уже в USDT. Поэтому здесь все по-прежнему. Ожидание такое же. Эфир. С эфира выходим. Здесь важно обратить внимание. Сходили в область 1858. По эфиру помним, да, я говорил, что ожидаю следующая коррекция будет движение в сторону 14,6. Поэтому я думаю, что через откат какой-то, скорее всего, что-то вот так вот. Дальше ожидаю снижения по эфировской доминации. Так, под завершение по биткоину. Здесь нам важно понять, что, ну, мне почему-то кажется, что это сумма ликвидности идет. Мне кажется, что это сумма ликвидности. Ну, не исключаю, конечно, что какой-то там выхлоп, перехай 45 тысяч долларов, 46 тысяч долларов. Но я не сторонник сейчас лонгистов, я сторонник больше шортового движения. Конструкция у меня достаточно понятная, 41 тысяча долларов пробой, движение вниз. Пока я выжидаю, скажем так, когда откроется дверь, чтобы зайти в шортовую позицию. Я не сторонник лонгистов, я прекрасно понимаю, что это идет распределение. В любой момент может, скажем так, пояс сыпаться, поэтому здесь важно быть внимательным. Ну и контролировать свои риски. По эфиру картинка идентичная. Не исключаю, что возможно какое-то еще импульсное движение, хотя вот оно вчера было, вот это импульсное движение с съем ликвидности. Обратите внимание, что если 16 декабря у нас был хай 22.63, то вчера у нас был 22.66. О чем это говорит? О том, что сняли хай ликвидности выше 16 декабря, подняться выше 14 декабря к отметкам 2330 уже сил нету, поэтому скорее всего, что это движение открыто только дальше вниз. Все, на этом буду заканчивать наш обзор. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем хорошего дня.